эпизоде разрушители кайтов выяснят, что будет, если на всех ходах влететь на гидрофойле в арбуз. Для этого мы отправимся в кайт-школу «Унесенные ветром» в Ставропольский край. А также мы потестируем разные крылья РДБ при катании на волне за лодкой. Чурчхела, пал. Давай дадим тебе попробовать все гидрофойлы РДБ, чтобы ты сравнил, какой из них подходит для какого катания, сделал выводы. Давай. И второе, давайте проверим, что будет при столкновении с разными предметами гидрофойла на воде. В частности, у нас бывает плавают арбузы, их отдыхающие кидают в воду, чтобы они остывали. И что будет, если вы в него врежете? Что, он делаете арбуз? Ну что, начнем с 1200, да? Так, снимайте? Да, с волной. Сейчас. Все готовы? Все, можно в воду спрыгивать. Итак, я начал с крыла площадью 1200. Стартанул на коротком фале, сразу же сел на первую волну от катера. Почувствовал подъемную силу, фал провис, ну и я его тут же выкинул. Мне понравилось, как крыло стабильно меня держало на волне. Можно было делать небольшие поворотики. Но так как область скольжения возле катера довольно маленькая, мне захотелось удлинить фал и попробовать отъехать от катера в сторону. Это, кстати, неплохой способ тренировки пампинга. Наверное, даже самый простой из существующих. Когда ты оказываешься на плоской воде, вне волн катера, то подключаешь силу ног и начинаешь пампить вдоль линии движения катера. Тогда фал провисает, и ты едешь исключительно за счет силы своих ног. Как только начинаешь чувствовать усталость, немного поворачиваешь в сторону от катера, фал вновь натягивается, и ты продолжаешь движение уже за счет лодочной тяги. Ну и, конечно, на 1200 мне больше всего понравилось кататься на второй от катера волне. Здесь не происходит обрушения, в отличие от первой. Волнишка более пологая, вода без пузырей и возмущений. Крыло идет здесь еще более стабильно. При этом можно не только ехать на волне, но и пробовать с нее стартануть в сторону. А дальше уже пойти по плоскому исключительно за счет силы собственных ног. Моих кондиций обычно хватает не более чем на полминуты активного пампинга. Но если прямо заморочиться по этой дисциплине, то думаю, вполне реально раскачать свою выносливость до минуты и более. Мировой рекорд пампинга на сегодня более 6 минут. И звучит для меня это просто фантастически. Давай следующее. Следующее крыло, приготовленное для тестов, имело площадь 860 квадратных сантиметров. Оно требовало большей скорости от катера для своего взлета. По ощущениям, это было выше 20 км в час. При таких ходах волна за катером формируется низкая и пологая. На ней у меня не получалось серфить. Я пытался с ней как-то взаимодействовать, но получалось не очень. Поэтому я сделал вывод, что 860 для вейкфойлинга не подходит. Понятное дело, что и 600 крыло тоже не про волны. Единственное, что можно было сделать на нем за катером, так это просто как следует разогнаться. По ощущениям, я летел на скорости выше 40 км в час. Бросил фал и пытался имитировать что-то типа пампинга. Но подъемной силы от подводного крыла особо не ощущалось. Но и сопротивление, к слову сказать, тоже. На ходах маленькое крыло было стабильно и предсказуемо. Ни разу у меня не возникло чувства страха. Мол, как страшно падать на такой скорости в воду. Следующая часть программы – арбузы. Всегда было интересно узнать, что будет, если влететь в что-то подобное на ходах. Все быстро, раз в одну точку, быстро бросаем бомбы. Бомбы, быстро. Вот, все, я назад на катере не умел ездить. Ты уже бог, бейфой, Серега, а мне точно в зубах имеет смысл держать, потому что... Ну я хочу, чтобы ты смотрел, прям въехал в этот Это арбуз. будет некрасиво, что у меня в зубах это фигота, и если... Она потрясающая оранжевого цвета, но все красиво. Как будто арбуз в зубах. Так, арбузы вон, все. Вот они арбузы! Сейчас попробую пробить. Вот он! Есть! Вообще как нож по маслу прошел. Давай на коротком фале, я около лодки пойду, и вы снимете. Давай хотя бы на 1200, там на маленьких ходах, правильно? Ну давай, да. Ну вот это держит прям вообще, да, здрасте. При резке арбузов в воде главное их найти. Притопленные арбузы очень неплохо маскируются под цвет воды, поэтому мы всем катером высматривали их перед началом атаки. Когда арбуз на прицеле, все, что вам нужно, это хода. Хороший разгон и дело в шляпе. Ребята, арбуз будете? Да. Ой, как порезано хорошо, красавчик. Ровненько.
Ну что свиньям скормят? Свиньям скормим. Я тоже Это ты про свиньи нас надеюсь. так говоришь? Доску возьмешь? Бери Димчик, я тебя там тащу. Куда браться? Вот тут возьми где-нибудь. У тебя на маленьких садах. Итак, ребята, техника сбора арбузов Ставропольского края. Вы берете товарища на лодке, сами вот так выныриваете. Опа! Ой, это зеленый, нахрена. Давай спелый доставай, что ты? Я сюда вышел. Вот он. Во, вот это спеленький, да. Все в лодку и вступай. Что делать-то? Шеф, можно уже в лодку? Лодку. Фу, слава богу. Да выкидывайте его. Вот дурачки, а. Поделись своим мнением про крылья. Какой бы ты себе брал и для чего? Ну, однозначно, если мы катаемся по волнам, я бы выбрал 1200. Я просто на нем кайфанул. Ты можешь кататься без фала, можешь пампить. На второй волне вейкфойл это просто сказочное крыло, очень мне понравилось. 860 требует больших ходов, поэтому это точно не вейкфойл. Но если это вейкфойл, то это на очень быстрых ходах надо идти. А на таких ходах уже не формируется волна. То есть я бы, скорее всего, вот это крыло выбрал бы, наверное, для кайтфойлинга, для фрирайда. А вот это просто лучшее крыло, что я пробовал. Вы просто не представляете, как удобно резать им арбузы. Ты разгоняешься, просто проезжаешь, и ты чувствуешь, что это словно нож врезается в масло. Вот ради таких ощущений я бы только вот это бы крыло бы и выбрал. Все, любите арбузы, покупайте крыло 3 рейс от РДФ и будет вообще. Просто бомба, да. Держите. Спасибо. Нормально. Арбуз служим. Загоняем катер, кушаем. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и поделитесь им с друзьями. А также подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.